Вот и надо было так взбодрить меня с самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардио. У меня сегодня отличное настроение, и даже самый ужасный рандом не сможет мне его испортить. И на то есть веские причины. А все потому, что у меня 1 числа же годовщина канала, правильно? Правильно. И подписчик под псевдонимом AxRap подарил мне Сталкер 2, поэтому 1 числа мы будем проходить Сталкер 2 на стриме. Жду абсолютно всех. Пропуски не засчитываю, поэтому, ребята, готовим вкусняшки, готовимся к стриму 1 числа, 1 декабря. Ровно год, как исполняется моему каналу. Так что, ребят, жду всех. Вот, что сегодня будет за билд. На самом деле, я хочу попробовать сыграть на богах-полуорках. Под предыдущим роликом у меня собралось 40 лайков на момент записи этого видео. Поэтому смотрите. Надеюсь, что мои подписчики добросовестные. И вот эти вот 10 недостающих лайков к моменту выхода этого ролика наберется все-таки. Поэтому, если вдруг не наберется, соответственно, вы знаете, что делать. Я, кстати, хочу взять вот эту волшебную палочку и попробую ее реализовать в богах-полуорках. Объясню сейчас почему, чуть попозже. Так вот, 50 лайков, я надеюсь, у меня будет. Поэтому, ребят, я ставлю на вас надежду. Жду 50 лайков, если будет не хватать этих 10. Поэтому докинете. Понятно? Я думаю, понятно. В общем, что делает эта палочка? Эта палочка делает следующее. Она отбрасывает вас в безопасную точку. И, соответственно, под богами-полуорками это довольно-таки прикольно выглядит. Смотрите, вы закидываете эту палочку в энчу, именно в энчу. Потому что она герой дальнего боя. Вот, она герой дальнего боя, а эта палочка работает только на героев дальнего боя. Поэтому закидываем ее в инчу. Помним, что под полуорками она начинает наезжать на кого-то. И когда вы поставите 4 полуорка, она будет по откату наезжать, грубо говоря. То есть раз в 10 секунд она будет наезжать. И поэтому, смотрите, закидываем ее в инчу. Ее начинают бить герои ближнего боя, она отпрыгивает назад и снова начинает набегать. То есть под полуорками полная синергия, это будет круто. То есть на бумаге это круто. Вот как будет по факту, это нам придется, скажем так, разобрать. Плюс она еще, кстати, дает 10% магического урона. Жалко, конечно, что она не работает на героев ближнего боя, но что поделать. Не все же должно быть так гладко, правильно? Правильно. Вот, в чем плюсы богов полуорк. Это топ-1 синергия на текущий патч. Легко собирается, легко реализуется, есть свои нюансы, есть свои минусы. Но о них мы, соответственно, поговорим чуть позже. Сейчас хочу рассказать, вот в чем вообще особенность вот богов полуорков. Простота, это и так уже это понятно, да? Теперь перейдем к самому главному. Это эгида. У эгиды есть особенность на 1 уровне, 2 и 3. То есть у нее есть способность, которая скелится как в лейте, так и в начале игры. И, соответственно, она скелится от следующего. У нее есть радиус способности, на которой она там кастует свою косу. И всех, кого она заденет, нанесется еще дополнительно 10% от их максимального здоровья. То есть, допустим, у вас там 5 юнитов по 1000 хп. Она закидывает в этих 5 юнитов свою косу, соответственно, у нее на 500 урона больше скилл бьет. И в лете, естественно, я думаю, все прекрасно понимают, что там довольно-таки такие приличные суммы выходят по хпшке. Так вот. Одну эгиду у меня уже стырили. Понял, принял, начало положено. Вот. Скелется скилл неимоверно. У нее область воздействия огромная. Ну и, соответственно, перейдем именно к минусам конкретной эгиды. Если у нее будет меньше 10% хп, скилл свой кастовать она не будет, не собирается от слова совсем. Поэтому предмет бессмертия ей нужен 50 на 50. Я думаю, все прекрасно понимают, почему. Вот я довольно-таки удивлен, что мне сейчас пришел тренд Ура. Я, кстати, тренда буду, наверное, брать. Буду его апать. Он неплохо мне поможет, потому что он как-никак хилит. Так вот, меньше 10% хп у эгиды, свою способность она не кастует. Бессмертие брать 50 на 50. Только если у вас есть маска 5-го тира, потому что в момент бессмертия вы сможете отхилиться, она там кастанет свою способность. Тили-тили тролливали, и думаю, все и так все понимали. Вот. Какая рифма получилась, да? Вот. Не понимали только, а понимают. Тили-тили тролливали, думаю, все и так все понимают. Она так не звучит. Понимали, как-то лучше звучит. Хотя это некрасиво. И неправильно. Ну, короче, меньше 10% хп не кастует. Шмотка бессмертия 50 на 50. И нужна, и не нужна. В принципе, есть еще инча, которая подхилит. Есть тренд, который подхилит. Тренд, да, понерфленный, жестко, но раз в секунду он будет восстанавливать 160 хп. Немного, но и немало, соответственно. Плотность он добавляет как-никак.
Ну, вот как-то так. Какие предметы ей нужны? Еще самый главный минус, это если она закастила свою косу. Неплохо, мне сейчас так пришло. И еще один самый главный минус, это если она закастила свою косу в мертвую цель, то есть, допустим, там оставалось 10 хп, она кастует туда свою косу, эта цель умирает, и, соответственно, что происходит? Коса идет в никуда. Она не нанесет урона от слова совсем. Это один из самых главных минусов. Я бы даже сказал, что это самый главный минус именно эгиды. И я более чем уверен, что раз по дрода недели показывают, что боги-полуорки это топ-1 синергия, будут нерфить именно эгиду. И занерфят ее жестко. Они занерфят именно посох. На самом деле эгида не настолько жесткая, не настолько имбалансная, как имбалансный посох третьего тира. И вот этот посох третьего тира нужно закидывать в 4-й тир как минимум, потому что он слишком много дает. И благодаря посоху третьего тира эгида себя раскрывает на 155%. Я думаю, у меня получится показать, потому что это мой первый трай, когда я записываю богов-полуорков. Вот и посмотрим. Получится или не получится. Если получится, прекрасно, классно, замечательно. Если же не получится, то, ну, что поделать, придется второй трай делать. Как-то так, как-то так. Поэтому пробуем, смотрим и надеемся, что повезет. Повезет хотя бы с фигурами и предметами. На самом деле больше всего с предметами, но и фигура третьего тира тут реально влияет на 150%. Потому что уменьшенная КД, огромная область урона. Сразу говорю, полуорки, все герои ближнего боя, начиная, вот, когда у вас, допустим, 2 полуорка, только сами полуорки бегают. Никакие другие герои ближнего боя, они не бегают. Но, если вы соберете 4 полуорка, то, соответственно, все герои ближнего боя начинают набегать на своего противника и делают это постоянно. То есть, если противник вдруг отпрыгнул на одну клетку, они за ним побежали и сделали ему стан на 2 секунды. То есть, много они дают контроля. Неплохо. Много дают контроля. Довольно-таки неплохо душат. Довольно-таки плотная синергия, если правильно ее собирать. И довольно-таки мощная синергия в плане атаки. Очень много урона наносит, как только у вас появляется посох третьего тира. Что нужно обязательно? Как я уже сказал несколько раз, посох третьего тира обязателен. Без него эгида не играется. Эгида довольно-таки будет слабой. И я думаю, кто поиграет на такой сборке, поймет, о чем я говорю. Посох третьего тира дает возможность пробить морских. Причем пробить так, что они сразу сдохнут, и щит морских не сработает. И на самом деле это такой кринж немного. Вдумайтесь, морские это та синергия, которая дефает от магического урона, то есть поглощает магический урон. Но в данном случае, что эгида, что маги под посохом третьего тира могут спокойно пробивать морских. И честно, я в шоке с этого. Кстати, минус 15 дал. Лучше бы мой 100 сдох сразу, а не вот этот вот Фурион наспамил своих пеньком, и мне минус 15 на лицо прикинуло. Еще и пинг высокий такой, ну что-то подлагивает так довольно-таки неплохо. Вот. О плюсах-минусах, думаю, рассказал. Как у Джаггера, грубо говоря. Нужен посох третьего тира и нужны бусы. Без бусов играть будет очень тяжело. Кстати, там моему чуваку пришел. Я, наверное, выйду в 20 монет. Продам Леона. Или не буду выходить 20 монет. Или не выходить 20 монет. Или выходить 20 монет. Вот тут как бы... Ну ладно, короче, ребят, давайте так. Я, в принципе, с самого старта рассказал все плюсы и минусы. Давайте теперь я окунусь в каточку по полной программе. И будем делать контент. Ну, боги мне неплохо идут. Инсектоиды, кстати, неплохо. Ну, на самом деле, у меня тут... Не, ну я беру кольцо магии, потому что я все-таки нацелен на эгиду. Кстати, давайте поиграем с вами в игру. В комментариях напишите, когда ко мне придет эгида в 2, и когда придет ко мне эгида в 3. Это важный момент. Много чего вот, решает момент, когда эгида придет. Мне, кстати, нужен предмет Discord. По-любому он нужен. Он дает очень много для эгиды. Во-первых, в ту точку, когда она приедет, туда и закастуется Discord. А Discord это минус 25% сопротивления. Для эгиды это прям топчик. И, кстати, в текущей катке можно было поставить еще бы 3 мага. Чтобы еще больше было магического урона. Но нужно ли это будет, разберемся по ходу дела.
Жалко, конечно, что мне Эгида в двойку не пришла немного раньше, потому что у нее было бы меньше КД. Ну, тут, я думаю, все и так прекрасно понимают. Много урона, меньше КД и все такое, и так далее. Поэтому, в принципе, больше здесь и нечего говорить на этот счет. Мне, на самом деле, здесь неплохо шли цветы всю игру. Возможно, здесь игра была лучше для инсектоидов. Но я все-таки хочу показать вам богов-полуорков топ-1. Топ-1 синергию патча. Не нравится мне, потому что Эгида, там АМы приходят у моих противников. Там такой винстрик бешеного чувака, что мне прям страшно становится. Еще и Эгиды тырят. Один на воинах играет, один на богах-орках. Не трогайте мою Эгиду, молодые. Молодые люди, хватит. Я, кстати, наверное, на 7 либо на 8 уровне буду ролиться. Сейчас объясню почему. Чего? МК в двойку на 12 раунде? Ты сейчас издеваешься надо мной или что? У тебя 20 монет, МК в двойку. Хуже может быть только АМ в двойку, если честно. Скилл. Ого. Не, ну мне такое нравится. Такое я одобряю. Конечно, прикольно, что она ко мне пришла, но в моей сборке она не нужна. Как и вторая панда, в принципе, тоже. Как там говорится, короче, один скилл и никакого мошенничества. Ну вот, похоже, это так и есть. Это жестко. Это жестко, что ему пришел МК в двойку, но на самом деле было бы намного жестче, если бы у него было М в двойку. Вот если был бы М в двойку, я бы был в шоке полнейшем. Ну, посмотрим, как он его реализует. Я думаю, там будет кунг-фу. По-любому будет кунг-фу. А вот что будет дальше, мы посмотрим. Кстати, неплохо так себе реализовала эта панда. Если она в двойку придет, я думаю, даже будет весело. Можно будет попробовать собрать ее в двойку. Сделать боги-полуорки. Будет триллион стана и триллион... Ух ты! Триллион стана и триллион урона. Я же заговорился. Так, Коккай. Вынесу кубы в Винстрик 8. Ну да, там такое неплохое стол у этого молодого. Наверное, мне придется либо на 8 уровне, либо на 7 уровне ролиться. Если слишком поздно начну ролиться, я и не найду Эгиду. У меня не получится ее найти физически. Поэтому, да, я, наверное, либо на 7, либо на 8 уровне буду 100% ролиться. Не нравится мне этот чел с ником ПТ. Он там кому-то душу продал по-любому за такой стол. Чпуньк. Блин, вот был бы сейчас у меня этот шаман в двоечку под богами. Насколько бы это было круто. Он, кстати, не один раз отхил не завязали, и минус 12 на лицо мне прикатили. Это, конечно, круто, что мне Манки Кинг пришел в двойку. Очень круто. Ой, в двойку, в единицу. Но нужен ли он мне? Я думаю, нет. Так, надо немного поныть. Надо немного поныть, чтобы у меня стол намного сильнее стал. Так, смотрите, 15 раунд, и гида в единицу. Кнык-кнык-кнык-кнык. Гиду в двойку хочу. Я понял, он там хочет себе сделать зверей кунфуистов. Это проблема. Это проблема, конечно. Да. В общем, не хочу заранее загадывать, но мне что-то кажется, что будет... Ой, как тяжело в этой игре. МК в двойку такой со стартом. У меня эгида в единицу. На секундочку. На 6 уровне шанс выпадения фиолетовой фигуры 10%. На минуточку. А он в двойку нашел. Так, на каком уровне же мне ролится? Либо на 7, либо на 8. Можно, кстати, немного лустрик поставить. Беру два этих кольца, потому что они стакаются. Это не уникальный пассивный эффект, плюс 30 магического урона. Это обычный эффект, поэтому, в принципе, два кольца стакаются. Поэтому плюс 60% урона лишним не будет. Блин, а вот когда мне начать сейчас ролиться? Вот у меня такое замешательство небольшое, когда начать ролиться. Вот когда? Либо на 7, либо на 8. По идее, мне нужно на 7 ролиться. У меня все не очень хорошо. У меня 55 хп, 49 монет.
Сказать, что это плохо, это все равно, что ничего не сказать. Мне еще так вынесли тут. Ю. О, эгида. Так, ну я продаю, короче, вот этих вот всяких кунфуистов, оставлю пока пант. Куплю яичко. Гранд Геральт. Не, ну такое одобряю. Так, панда, иди гуляй. Одна панда, иди гуляй. Вторую панду продавать или не продавать? Продавать или не продавать? Продавать или не продавать вторую панду? Я думаю, стоит пока что оставить. Кстати, вот этот жрец, богиня света, ее нужно в тройку собирать под богами-полуорками, как и Марса в тройку нужно собирать. То есть и Марс, и богиня света это обязательные фигуры под этот билд. Почему? Я объясню сейчас немного позже. Да и в принципе можно сейчас объяснить. Смотрите. Как же меня выносит. Где мое усиление? Ладно, я полностью сролюсь. Если сейчас еще пару раз так ко мне придут, то мне... Что? Спасибо за пинг, спасибо. Родная любимая игра, спасибо тебе за огромнейший пинг. Эту панду тоже продать. И поставить 4. Так. Так, фура, отлично. Так, усиление есть. Нужен тренд теперь в троечку. Короче, мне нужен тренд в тройку. Энча есть в тройку. Мне нужна эгида в двойку, в тройку. Лучше, конечно, в тройку. У меня яйца есть, поэтому, в принципе, ну, что-то можно будет еще придумать. Почему нужна богиня света? Во-первых, она заключает в свою тюрьму 4 человека и дает минус 50% магического сопротивления. Извините меня, это огромный контроль, плюс это огромный дебаф. Минус 50%, минус 50 магического сопротивления это очень много. Это катастрофически много, минус 50%. Плюс она заточает в тюрьму на очень долгое время, это прям лютый дебаф. Поэтому, ребят, жрицу света мы собираем в тройку. Марса мы тоже собираем в тройку, потому что Марс откидывает от себя. Соответственно, для фулл полуорков это имба. Обидно, конечно, что мне не упал сейчас Дискорд. Но что поделать. Не знаю, я сейчас так рискую оставаться с таким количеством хп. Но сейчас будет 20-й раунд, у меня там будут мобы. Но с таким пингом, скорее всего, мне придется ролиться на мобах, потому что мне может времени не хватить. А, вот где моя эгида в двойку. Ясненько. Вот кто мою эгиду забрал себе в рабство. Вот, видите, кстати, вот сейчас вот эта эгида на лоу хп. И, соответственно, не хилилась только что. Блин, ну посмотрим. Так, ПТ прервал победную винстрик 10 игрока Кукай. Да, с таким бы столом я не сомневался, что он перервет ему винстрик. Я думаю, сейчас он против Куба попадется, тоже заберет у него винстрик. Хотя там довольно тоже такой неприятный стол. Там, кстати, еще бог полуорк. Бог полуорк это серьезный контрпик мне. ПТ, кстати, 8 уровень взял. А тут есть орк-шаман, и это не весело. Блин, 25 хп, как же мало. Ну, мобам я не должен откисать. У меня тренд в тройку, у меня ча в тройку. А, ну, и заточение сработало отлично. Хорошо, что сработало заточение. Шикарно, что сработало заточение. Так, 2 палки упало. Посох. Посох 3-го тира. Посох 3-го тира. Посох 3-го тира. Так, эгида в двойку. Отлично. Лина в двойку. Прекрасно, но мне не нужно. Я возьму цепочку. Бусы, они необходимы. Вот к гадалке не ходи, но бусы необходимы. Кстати, я, наверное, вот так вот сделаю. Посох, посох. Вот теперь сейчас пойдет контент, смотрите. Помните, я говорил, что посох 3-го тира нужно перенести в 4-й тир? Смотрите, если сейчас я довольно-таки быстро настакаю этот пояс, хотел сказать, посох, пояс верности. Пояс верности. Короче, если сейчас быстро настакаю этот посох, вы увидите, почему этот посох максимально имбалансный.
Ну, кстати, мне надо 8 уровень теперь брать. И да, я, наверное, буду брать 8 уровень по той лишь причине, что мне не хватает места на столе, чтобы поставить фулл полуорков. Поэтому буду брать 8 уровень, выставлю 8 уровень, поставлю фулловых полуорков, и тогда игра заиграет другими красками. Для меня сейчас самое опасное это вот эти вот топчики. Манки Кинг, который играет через фулл зверей, и плюс... Чпынь. Не, не имба. А, вот, кстати, еще один минус. Видели, в труп только что закастил. И дискорд упал, кстати. Боже, кто там такой мне подгон сделал? Так, Дэвил прервал победную серию с игрока Кьюба. Понял, понял. Дэвил играет через Джаггера плюс магов и богов. Понял, принял. Как там песенка? Сегодня в белом танце кружимся. Ой, как меня напрягает чел с ником ПТ. Напрягает, потому что у него фуловое кунг-фу. А как мы помним, то кунг-фу убивает предметами. И кунг-фу может убрать вашу фигуру за 2 удара. У меня, конечно, есть 2 обалденных предмета. Это бусы плюс посох 3-го тира, но все же. Этого может быть не хватать. У меня эгида все-таки ну, в двойку, а не в тройку. Хотя от хила хватает пока что. Так, зимнее объятие, отлично. Зимнее объятие мы берем. Лишним это не будет ни в коем случае. Мне нужен уровень. Так, отлично. Это, конечно, отлично. Минус в том, что у меня нету кого? Правильно, нету 4-го полуорка. С 4-м полуорком было бы вообще все замечательно. Но его пока что нет. Да, короче, для меня самое опасное сейчас это кунфуист. И второе место, кто самый опасный, это бог полуорк, бог орк и бог маг через Джаггера. Так, ну кто следующий на меня? Ну-ка, давай, Дэвил. Самое опасное. Опасность. Ой, какая опасность. Не почувствовал опасности. Пуньк, минус 13. Да все, я говорю, контент пошел. Контент пошел. Единственное, что мне нужно сейчас фул этот. Где мой полуорк? Полуорка хочу. Не, на самом деле, если там Джаггер успеет закрутиться, и там, если ему упадет посох 3-го тира, бусы 3-го тира, то он меня испепелит. И это не преуменьшение. Это как по факту есть. Он меня испепелит настолько сильно, что у меня будут крокодиличьи слезы на глазах. Ой, молодой чел. Чел с ником ПТ идеальную расстановку сделал для меня. Молодец, братуха, молодец. Уважение и почтение тебе. Он, если что, сделал всех кучно. А как мы видим, мои полуорки только этого и ждут. Они только этого и ждут, чтобы тараниться в эту толпень, застанет всю и еду туда свою косу закинет. Все, контент пошел. Пошел. Эгида, приходи. Жрец это нужная тема, берем по-любому. Мы не скипаем, как я говорил ранее. Обид... Рыжий лис это, конечно, вообще не то, что надо. Не повезло. Я надеюсь, что в скором времени мне придут полуорки. С полуорками у меня энергия заиграет другими красками, потому что у меня полуорки начнут по всей шахматной доске кататься, как у себя, ну как масло в горячее, вот это вот в тазике своем будет. Что я пронес только что? Какое масло в тазике? Ладно, у меня уже мозг поплыл, какую-то ерунду начал говорить, поэтому немножечко надо прихлопнуться. Какой мне предмет нужен? Я сейчас орать буду от такого. Я сейчас буду орать от такого. Это настолько круто мне. О, еще полу... Все, контент. Контент X2 пошел. Давай. Еще одна гида. Давай. Иди ко мне. Еще одна гида. Еще одна гида. Ну. Ничего себе. Гида. Ну одна, Одна гида нужна. Одна.
26 раунд. Пуловая эгида, полностью заряженная. Я бы сказал, что у меня сейчас самые топовые шмотки, которые могли упасть на эгиду. Взгляд Азеса, посох 3-го тира, бусы, дискорд, 2 кольца. На самом деле есть еще парочку предметов, от которых бы я не отказался. Во-первых, это маска 5-го тира, она дает хпшку. А чем больше у эгиды хп, тем, соответственно, больше урона. Она не только наносит от своего здоровья, но и от здоровья противника. То есть всех, кого она заденет косой, она заберет у них по 10% от их максимально... О, сюда, 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 смотри. Чпоник. Минус 18. Просто один удар, 4 дырки. Мне бы жрица вот это сейчас бы в тройку. Давай, жрица в тройку. Обидненько. Обидненько. Эту жрицу по-любому нужно собрать в тройку. По-любому. Она столько импакта дает, что сам импакт в шоке. Честно, у меня сейчас такая эйфория. Я говорил, что у меня сегодня отличное настроение. Еще в начале ролика об этом говорил. Не... О, нет, 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 нет. Это, ну, чел с ником ПТ, ему нереально везет сейчас. Нереально везет, из-за той же причины ему пришел шаман 5. Это самый опасный персонаж против меня. Как только он найдет посох 3-го тира, да даже не посох 3-го тира. Чпуньк. Боже, как это красиво. Короче, как только он найдет не посох 3-го тира, а как только он найдет себе Аганим, соберет его в двойку, у меня будут дикие проблемы. Во-первых, у меня не сможет эгида кастовать свою способность. И тем самым он меня просто законтрит. И все. Как только он сделает себе инкастовую тучку, что бы я ни делал, как бы я ни пытался там законтрить его и тому подобное, я это сделать не смогу. И не дай бог он еще и БКБ ему найдет. Орк шаман 5-го тира это лютая имба. Особенно если он в двойку приходит. А я более чем уверен, что этому молодому она придет. Он ее сейчас наролит в двойку. По-любому. Чекайте. Яйцо есть. Сейчас вот он на 9 уровне найдет сейчас его себе в двойку. У меня будут огромные проблемы. Ой-ой-ой. Как бы мне не хотелось это признавать, но если он находит его в двойку, находит Аганим, то мне ГГ. Чпуньк. Чпуньк. Кстати, я сейчас не понял одного момента. А с каких пор жрица света может заточить Джаггера? Я этого сейчас не понял, поэтому вы мне объясните это в комментариях. С каких пор жрица света может заточить Джаггера в тюрьму? Я сейчас этого не понял. И вообще не понял этого. Для меня это шок-контент. Кстати, у меня все равно как-то маловато урона. Мне бы, знаете, что найти? Мне нужен хекс, мне нужен догон, нужна цепочка. То есть вот эти вот предметы на максимальный магический урон. И, возможно, мне все-таки понадобится БКБ, хотя на самом деле БКБ будет довольно-таки бесполезное против шамана 5. Ну, короче, в любом случае надо показать вам с любой стороны этот билд. И даже если он... А, он БКБ нашел. Ой-ой-ой-ой. Нет, иди в баню со своей палкой. У него Аганим. Чтобы вы понимали, у него уже есть Аганим. У него есть БКБ, есть Аганим. Мой башер ему до одного места теперь. Единственная моя надежда это найти, наверное, Думу в двойку. Что, наверное, я и буду пытаться делать. Ну, то, что я говорил, у него сейчас Аганим, у него сейчас БКБ. Как только он находит шамана в двойку, мне кранты. Так что, ребята, готовьте пирожки. Будем поминать мою гиду. Ну, что ж. Там изначально молодому человеку хорошо со старта и шло, поэтому ничего не могу поделать. Такова судьба моя, значит. Такова судьба. Единственное, что я мог бы сделать, наверное, это продать Трента, докинуть 3 магов. Ну и я думаю, все равно этого бы не хватило. Мог бы еще Марса продать, чтобы... Не, ну 6 позиций я бы не смог сделать. Правильно? А ну-ка напишите в комментариях. Смог бы я сделать 6 позиций? Вот боги-полуорки и 6 магов. Смог бы я это сделать или нет? Мне кажется, нет. Только... Ух ты, догончик. Догончик нам надо. Такое мы приветствуем. Так, это сюда.
это сюда. Я мог бы передать бусы кому-то другому, но я не хочу бусы передавать. Бусы это слишком хороший предмет. Так, пора, наверное, уже предметы скипать. Вот так вот. Хекс. Это какой-то заговор, отвечаю. Знаете, почему заговор? Мне так... Вот как сейчас ко мне предметы приходят, это такая редкость. По-любому здесь будет подвох. По-любому он сейчас находит себе шамана в двойку и все. Там, кстати, 4 морских он собрал. Он хочет закрыться 6 морскими, но в принципе шансы у него есть. Шансы закрыться 6 морскими у него есть. У него еще М в двойку, поэтому он в действительности может меня снести. Но надеюсь, этого не произойдет. И до этого не дойдет. Так, Девил ко мне пришел. Чпуньк. Минус Девил. Все. Один из самых опасных персонажей откис. Один из самых опасных персонажей, он откис. Остался теперь самый опасный персонаж, это ПТ. Не найди, не найди. Не найди в двойку шамана, не найди. Не найди его в двойку. Тебе нельзя искать его в двойку. Нельзя. Чтобы вы понимали, он даже без богов спокойно сможет меня контрить. Потому что там тучка 16 секунд целый длится. А так как у него есть манки кинг, он меня пованшотает. БКБ бы мне... Ну, мне бы не помогло БКБ. Во-первых, у шамана 10 секунд откат и 16 секунд длится тучка. Это жестко. Так, он пока не нашел себе шамана в двойку, это хорошо. Это отлично. Не, ну могу ли я попробовать? Так, раз, два. Но я могу только 3 мага сделать. 6 магов у меня не получится. Башер это проблема. Это проблема. Еще какая проблема? Или не проблема? Какая баталия, боже. Какая жесткая баталия. А вы прикиньте, знаете, какую синергию сделать? Синергия кунг-фу плюс... Так, звучит так. Боги, полуорки, синергия кунг-фу, в эгиду закинуть мантию 4 тира. И что это будет, мне аж интересно. Там ваншоты... Ой-ой-ой-ой-ой, мне пасочки, мне пасочки. Ну ладно, ребят, эта игра была хорошая, красивая, поэтому, скорее всего, это моя... Надеюсь, не последний раунд, но я более чем уверен, что GG. Не, Хекс прилетел. Хекс шамана прилетел, отлично, быстрее убивай, ну вот ты в одного кастуешь, еще и в труп закастил. Не... Да, по-моему, это конечное. Я даже не знаю, что мне теперь поможет. Так, Дум отлично есть. Не знаю, вряд ли мне Дум поможет. Ладно, попробуем экзорцизм, но... Экзорцизм вряд ли. Ладно, принимаем поражение достойно. Как я уже ранее говорил, этот шаман имба. И у меня ролик выходил с этим дизраптором. Это имба. Красивая игра была. Красивая и достойная игра была. Мне все понравилось.
Но, как я сказал, этот шаман лютая имба. Мне добавить здесь абсолютно нечего. Единственное, что я хочу сказать, ребят, соберется 50 лайков под этим роликом, и я выпущу ролик с инсектоидами. Если не соберется 50 лайков, соответственно, не выпущу. Поэтому всем огромное спасибо за просмотр. Не забудьте оставить свой лайк, оставить свой комментарий, что думаете по поводу этой игры и как я мог бы переиграть эту игру. Я мог бы сам попробовать этого шамана пятерку собрать, но я и так из самого дна себя вытащил. А чел играл на винстрике, если что. Поэтому это моя первая игра на богах-полуорках, и, в принципе, получилось, я думаю, добротно. Особенно, когда я ее вытащил из такого дна. Крутая каточка. Ну, в принципе, все. Я не буду больше растягивать. Всем еще раз огромное спасибо за просмотр. Не забудьте ставить свой лайк, комментарий, а также подписаться на мои каналы. Ссылка на мой телеграм-канал закреплена в комментариях. Всем удачи!